Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 15 мая, выпуск промежуточный. Хочу сразу в начале выпуска попросить вас поставить лайк авансом, если вы нас поддерживаете, а также либо после просмотра, либо можете прямо сейчас написать комментарий из 5 слов в поддержку нашего канала. Также хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые смотрят нас и слушают на территории России и Республики Беларусь. Перед просмотром, прослушиванием включайте, пожалуйста, VPN. Этим вы поможете нашей монетизации и поддержите наш канал. Так, а теперь перейдем к событиям сегодняшним. Сегодня довольно интересный день и довольно интересные события. В первую очередь, это, конечно, Лукашенко. Я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели увидели уже в телеграм-каналах политических фотографии Лукашенко. Выглядит он замечательно, замечательно, конечно, в кавычках. Но выглядит, конечно, как полутруп, ну, либо труп. Много шуток по поводу возможного экспоната музея Мадам Тюссо, имеется в виду музей восковых фигур. Выглядит действительно потрясающе, выглядит как будто человек умер и действительно ему об этом не сказали. Это, конечно, шутки, но полутруп Лукашенко таскали сегодня для того, чтобы сфотографировать и для того, чтобы он пару-тройку слов бросил в информационное пространство. Это необходимо для того, чтобы удерживать власть, для того, чтобы при диктаторских режимах, конечно, важно показывать элитам, важно показывать загнанному в какое-то совсем уже, не хочу говорить нехорошее слово, положение народу, что диктатор жив, что диктатор до сих пор здоров и у него крепкое рукопожатие. Я думаю, что напрасно. В этот сегодняшний финт с Лукашенко надо было подождать еще хотя бы пару дней, не было бы ничего страшного, а сегодняшнее его появление — это, конечно, трэш. Всем понятно, что он тяжело болен. По нашей информации от людей, которые имеют отношение к лечению Александра Григорьевича Лукашенко, если он оклемается, то оклемается весьма ненадолго. Я опять не хочу говорить сейчас перспективы дожития Лукашенко в связи с его нынешним заболеванием и насколько оно прогрессирует, либо нет. Не хочу, это будет спекуляция и, возможно, для кого-то напрасная надежда. Я не хочу абсолютно. Но скажу вам, что прогнозы далеко для него не радужные. Что, конечно, несравнимо радует президента России Владимира Путина. Не столько прогнозы здоровья Лукашенко, здесь наоборот, как раз это его заставляет всерьез задуматься над перспективами удержания Республики Беларусь в своем фарватере. А вот то, как себя ведет Лукашенко, то, как Лукашенко оказался не подготовлен к подобным событиям, то, как Лукашенко кичился своим здоровьем, и то, как он никогда не рассчитывал и не строил подобных планов, что надо будет как-то скрывать свою болезнь, здесь, конечно, Владимир Путин на коне. Он довольно рьяно обсуждает эти события со своим близким окружением и говорит: вот посмотрите, насколько вот у него самого, я имею в виду, конечно, у Путина, все в этом плане замечательно. Есть двойники, которых можно поставить. Ну, один двойник, так вообще его можно и на личные встречи отправлять, и совещания проводить, и перед народом, что называется, выступать. А вот второй двойник — это больше для того, чтобы путать следы, для того, чтобы показывать, что президент где-то там ездит вместе с кортежем и передвигается, и где-то даже бывает, иногда его запускают, даже в последнее время 1 или 2 раза запускали его в Сочи, в резиденцию, чтобы он там показался, немножко помаячил. Якобы такой президент смелый, что даже и там показывается. Но это, конечно, вранье. Это даже не основной двойник, это двойник, который выполняет такие функции отвода глаз. Так вот, у Путина, конечно, вся эта мистификация по поводу бодрого рукопожатия и по поводу замечательного, конечно, опять-таки в кавычках, состояния здоровья поставлена на совершенно другой уровень. И здесь Путину есть чем гордиться и чем кичиться.
По поводу Лукашенко еще пару слов. Мне очень интересно, как будут развиваться события в Республике Беларусь. Я обращаюсь прежде всего к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые находятся на территории республики. Готовьтесь. Готовьтесь, если мне не изменяет моя интуиция, в скором времени в Республике Беларусь также начнется активная борьба за власть, и э, могут быть очень интересные события, и я бы очень хотел, чтобы общество, гражданское общество, которое в Беларуси тоже сохранилось, но в глубоком сне, в летаргическом, я бы очень хотел, чтобы белорусское общество, белорусская общественность э, проявила максимум, еще раз подчеркиваю, максимум усилий для того, чтобы власть все-таки в Республике Беларусь перешла к силам, которые повели бы эту страну по демократическому пути развития. Мне бы это искренне хотелось, и мы приложим для этого также все усилия со своей стороны. Мы сейчас, конечно, сконцентрированы на изменениях в России, но если понадобится поддержка, если будут действительно такие непредвиденные обстоятельства, которые могут сыграть на руку демократическим силам, мы обязательно поможем и применим все наши усилия в этом направлении. Мы знаем, сколько это неприятностей доставит Владимиру Путину, и не применем воспользоваться моментом. Теперь перейдем к самому президенту России Владимиру Путину. Я понимаю, что многих коробит прямо от этого названия, от того, как я называю, вернее, этого человека. Ну, вы уж извините, как есть. Так вот, по поводу Путина. Сегодня утром в нашем телеграм-канале «Генерал СВР» вышел пост. Я обращаю ваше внимание, я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели в подавляющем большинстве этот пост прочитали. Там и написали, что на этой неделе президент России Владимир Путин вследствие плохого здоровья проведет единственную встречу и проведет единственное совещание, мероприятие, вернее, извините. Это совещание, оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обращаю еще раз ваше внимание, обычно подобные совещания проходят в пятницу. Иногда, значительно реже, в среду. Бывает и в другие дни, но вот пятница и среда наиболее часто. В понедельник это бывает крайне редко, тем более, что прошлое совещание было в прошлую пятницу, то есть 12 мая. И сегодня, спустя всего выходные, Путин проводит еще одно совещание. Он торопится показаться еще раз на публике, действительно сам провести это совещание, он сам его и провел, для того, чтобы иметь такой временной промежуток, когда когда в мероприятиях лично он принимать участие не будет. Это говорит о том, что он действительно довольно плох, он постоянно жалуется на ухудшение состояния здоровья. На сегодняшний день врачи не могут стабилизировать его состояние здоровья и не могут гарантировать практически ничего. Не могут гарантировать, что в ближайшее время он будет, ну, как минимум в том же состоянии, в котором есть сейчас. Вполне возможно, в ближайшее время состояние здоровья президента России Владимира Путина ухудшится еще больше. Я говорю, опять-таки, очень осторожно и очень аккуратно, чтобы не спекулировать на этой теме, чтобы, по крайней мере, мои слова не были восприняты как спекуляции, потому что ни в коем случае они таковыми не являются. Я говорю о том, что подходят очень важные события. Здесь даже не столь важно, насколько хорошо или плохо будет себя чувствовать президент России Владимир Путин, хотя это тоже играет важную роль. Понятно, что когда президент слабеет, когда он не может удержать в руках власть, когда он не может принимать личное участие в мероприятиях, которые требуют личного участия президента, здесь понятно, что элиты будут себя чувствовать гораздо более раскованно в случае каких-то больших событий. Многие задают вопросом, когда большие события. Ну, я скажу, от внезапного начала по понятным причинам, да, я думаю, что многие понимают, на что я намекаю, до запланированных событий, которые должны начаться в конце лета, начале осени этого года. Наиболее вероятно, что... Ладно, не хочу пока не хочу, опять-таки.
Сегодня было несколько важных и радостных известий, но боюсь пока анонсировать раньше времени. Давайте немножко подождем, вполне возможно, спустя какое-то время обязательно вам расскажу. Я понимаю, насколько это заводит наших некоторых слушателей, которые являются нашими злейшими друзьями, я имею в виду, которые оставляют гадостные комментарии, но вот вы уж извините. Не будем пока торопиться. Э, скоро сами все узнаете. Так, на сегодня давайте-ка, наверное, это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы подходим вплотную к знаменательным событиям, которые будут решать судьбу, ну, без лишнего пафоса, судьбу России и судьбу практически всех наших уважаемых сограждан. Более того, эти события повлияют, конечно, и на положение дел во всем мире. Россия очень крупное государство, несмотря на то, что в последнее время теряла сферы своего влияния, несмотря на некоторые казусы и некоторые, ну, давайте это назовем так, негативные события, которые навлекло на нашу страну нынешнее российское руководство. Несмотря ни на что, Россия является все-таки большой страной и центром принятия решений. Любые катаклизмы, которые происходят в России и в российской власти, это, конечно, влияет опосредованно и на весь мир. Поэтому знаковые события на пороге. Мы приложили все усилия для того, чтобы подойти к ним подготовленными. Нам необходима ваша поддержка. Если есть возможность помочь нам материально, есть наши криптовалютные кошельки. Огромная просьба помочь, если у вас есть такая возможность. Есть подписка на наш Patreon. Вы можете подписаться, этим вы нам поможете, и заодно можете задавать в Patreon свои вопросы. Там я отвечаю практически на все вопросы. Можно подписаться на спонсирование телеграм-канала. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Я уверен, вы об этом помните. Всего доброго, до свидания.